Привет, я Саша Капуста, это канал Твой шрифтовый фетиш, серия видео по созданию вариативного шрифта FontLab. В этом уроке мы с вами создадим старостильные цифры для того, чтобы разнообразить кассу нашего шрифта. Используя форму обычных маюскульных цифр, мы можем сделать с вами минускульные цифры. Это те цифры, которые идут размером с высоту строчных символов, в отличие от прописных в маюскульных. Делается это не очень сложно, а выглядят они вот так. То есть, если мы посмотрим на те цифры, которые нам привычны, вот здесь, допустим, то старостильные минускульные цифры, они небольшого размера. Если мы поставим рядом цифры и буквы строчного размера, то они будут в один рядочек. Выбиваться будут только те, у которых есть какие-то выносные элементы. Они бывают пропорциональные, это то, что мы с вами рисовали вот в таких вот маюскульных вариантах, но без кружочков, разумеется. И табулярные, это тоже мы с вами сейчас разберем. Отличие их в том, что обычные цифры, они набираются с клавиатуры и имеют соответствующие кнопки на клавиатуре, а вот различные пропорциональные, старостильные, табличные варианты с клавиатуры набрать не получится, их нужно будет включать в OpenType фичах. Для того, чтобы они включались, у них должны быть соответствующие суффиксы. Если мы говорим про старостильные минускульные, то у них будет суффикс под названием .osf. Если про такие же, но табличные, там будет суффикс tosf, но это не обязательно так. Иногда бывают и другие суффиксы, потому что это все равно программируется в самой фиче старостильных всяких вариантов, поэтому называться они могут как угодно. Но в большинстве шрифтов, которые я видел, обычно это OSF и TOSF, поэтому мы с вами будем делать точно так же. В обычной ситуации нам бы пришлось продублировать эти цифры и вручную исправить каждую из них. Сократить высоту единицы, двойки, тройку сместить вниз, четверку вниз сместить, немножко подредактировать и так далее. В общем, полностью перерисовать. Но если бы вдруг мы с вами изменили потом форму овала, допустим, какой-нибудь восьмерки или двойки, нам бы пришлось все это заново делать и в других вариантах цифр. Но так как в FontLab у нас есть дельта-фильтры, мы можем с вами это сделать, по сути, достаточно быстро, не изменяя оригинальный контур, потому что элемент референса сохраняет связи между символами. Алгоритм создания минускульных цифр достаточно прост. В первую очередь нам нужно продублировать все цифры с суффиксом, который нам требуется. Поэтому я выделяю их и жму Ctrl-D. Появляется окно, в котором я смогу продублировать глиф. Здесь у меня нету необходимого суффикса, поэтому я пишу его вручную. Точка. Мы с вами делаем старостильные цифры минускульные, поэтому пишу точка OSF. Old Style Figures, то есть старостильные цифры. И жму ОК. У меня продублировались все цифры, они выглядят точно так же, во всех мастерах это произошло, поэтому идем дальше. Теперь нам нужно удалить содержимое этих цифр, потому что мы будем их делать по большому счету с нуля. Я выделяю все ячейки старостильных цифр, как видите, с таким вот суффиксом, и захожу в экшены. Tools, Action, и нахожусь здесь во вкладке Adjust, Remove Layer Content. Здесь мы выделяем, в принципе, все, наверное, можно выделить, хотя метрики можно оставить. Выделяем выбранные глифы во всех мастерах. И вот это все отмечаем, кроме вот этого. Жму Run, жму Close, и у меня все пропало. Кроме девятки. Девятка у меня не пропала, потому что у меня включен автолейер, на него не влияет экшены. Выключаю для всех мастеров с зажатым альтом, если у вас не включено Edit, Match Edits, и повторяю эту операцию. Tools, Repeat. В принципе, все. Удалили. Отлично. Теперь нам нужно зайти в большинство из этих глифов и добавить сюда элемент референса. Ну, допустим, мы возьмем единичку и добавим здесь элемент референс цифры 1 для всех мастеров. Вот они у нас появились. Мы можем его редактировать, все как обычно. Можно рядом сделать двоечку, троечку и добавить сюда двойка, добавляем тройка, добавляем. Если мы посмотрим на старостильные цифры, то мы увидим, что у нас не все символы нужно изменять. Например, тройка, пятерка, шестерка, семерка, восьмерка, девятка — это те же самые цифры, как и в обычных прописных вариантах, только они по высоте отличаются. Шестерка и девятка в принципе вообще ничем не отличаются, поэтому я могу добавить их непосредственно автолейером. Поэтому я возвращаюсь в шрифт, выбираю здесь ячейку 6, пишу здесь название самой ячейки, на которую мы будем ссылаться, и с зажатым альтом, если у вас не включена
Нажимаю сюда, и вот они у меня добавились. Все, шестерку мы сделали. Это, кстати, можно будет сейчас обесцветить, чтобы понимать, что мы уже отредактировали, что нет. Помечаем ее синим цветом, потому что она у нас ссылается на другую цифру. С восьмеркой делаем точно так же. Пишем 8 и включаем для всех мастеров. Помечаем синим цветом. А вот пятерка, тройка, семерка и девятка здесь немножко по-другому будет. Возьмем семерку, например. Мы можем точно так же добавить ее, но она у нас находится на той же самой высоте, что и другие цифры. А нам, судя по вот этому образцу, сделать нужно так, чтобы они были по высоте строчных. Что делаем? Делаем вот что. Мы выбираем это выражение, добавляем к нему равно собака, и здесь особо ничего не меняется, но сюда мы можем теперь прописать высоту. Нам нужно, чтобы она была на высоте 500 юнитов. Для этого нам нужно ее опустить. Опустить нам нужно, так как у нее высота общая 700 юнитов, на 200 юнитов вниз. Значит, нам нужно сместить ее на координату минус 200. Поэтому я пишу здесь минус 200. Что произошло? Она сместилась вниз. Все, в принципе, готово. Делаем то же самое во всех других мастерах и других цифрах. Так, здесь мы помечаем синим. Девятка у нас что должна? Девятка должна тоже быть ниже. Поэтому я могу просто скопировать вот это выражение, добавить ее сюда. Только здесь не 7 должно быть, а 9. Пишу 9, включаю и проверяю. Все как надо. Смотрим дальше, что у нас есть. У нас есть все это готово. Так, восьмерка, пятерку нам нужно опустить. Открываем, пятерка, вставляем. 5, включаем и проверяем ее. И вот тут у нас есть нюансик. Мы видим, что пятерка у нас имеет высоту, самую верхнюю точку, на 510. А снизу она у нас одной высотой с семеркой. Если мы рядом поставим 5 и 7, то мы увидим, что семерка у нас идет на высоте базовой линии, а пятерка на 10 меньше, потому что нам нужно компенсировать овершутинг. То же самое нам нужно сделать здесь, поэтому я беру вот эту пятерку и пишу здесь не 200, а 210. Ну и, соответственно, если у вас были какие-то изменения, все-таки отключу вот эту функцию. Допустим, я вот здесь изменил, включил, допустим, даже сделаю сейчас вот 300. Включаю, на другие слои смотрю, у меня нигде ничего не изменилось. Почему? Потому что у меня не включено во всех редактирование. Поэтому я снова отключаю, снова с сжатым ультом жму, у меня обновляются все эти цифры. Но я, разумеется, делаю 210. Проверяем. Здесь тоже у меня ничего не изменилось, потому что я отключил сравнение всех изменений, поэтому снова я отключаю, с зажатым ультом обновляю все эти выражения. Теперь у меня получается все на высоте 500. Стройка то же самое у нас происходит. Мы можем скопировать вот это выражение, вставить его сюда, только здесь написать и с зажатым ультом включить. Вот, все, здесь у меня сверху овершутинг и снизу овершутинг есть, поэтому все четко, все как надо у нас готово. Помечаю их синим цветом. Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовый фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rayер и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовой фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.